1943 году группа сотрудников НКВД наткнулась на обширный горный провал в удаленном районе Сибири. Этот провал, получивший название «Забытое угодье», привлек внимание властей после серии исчезновений местных жителей. За несколько месяцев до этого пропали 37 человек, что вызвало панику среди населения. Местные жители говорили о таинственных звуках, доносящихся из глубин земли, и о том, как к ночи наливаются темные тучи, скрывающие звезды. Команда НКВД, состоящая из десятков сотрудников, была отправлена для расследования этих случаев. Первоначально они планировали просто провести поиски, но они быстро поняли, что горный провал скрывает больше, чем они могли себе представить. На дне провала лежали странные артефакты и обломки, которые не имели ничего общего с окружающей природой. После первых дней раскопок группа обнаружила странные металлические конструкции, напоминающие лестницы. Каждая из них уходила в неведомую тьму, где даже фонари не могли пробиться сквозь плотные тени. Одна из лестниц, особенно широкая и массивная, привлекла внимание команды. Ее шаги казались нетронутыми, хотя вокруг находились следы давности. Отсутствие пыли и остатков растительности вызывало вопросы. Почему эта лестница не заросла за столь длительное время? Неподалеку от лестницы были найдены ржавые инструменты, похожие на те, что использовались в начале прошлого века, но никто не знал, как они могли оказаться здесь. С каждым часом работы команда все больше погружалась в загадку. Местные жители, которые пришли посмотреть на происходящее, шептались о том, что это место проклято. Говорили, что лестница ведет в бездну, где обитают духи тех, кто пропал без вести. С каждым новым днем раскопок число свидетелей увеличивалось. Люди приходили со всей округи, чтобы посмотреть на это удивительное открытие. Каждый из них приносил свои истории и легенды, которые лишь подогревали интерес к провалу. Некоторые утверждали, что слышали отголоски голосов пропавших, доносящихся из глубины. Другие говорили о том, что видели странные огни, мерцающие на дне провала. Тем временем команда НКВД продолжала свои раскопки. Каждый найденный артефакт вызывал все больше вопросов. Один из следователей, Алексей Петров, заметил, что везде вокруг провала были следы, похожие на следы чьих-то ботинок. Они заканчивались у лестницы, но почему-то не продолжались вниз. Этот факт лишь усиливал атмосферу неизведанного и таинственного. Вскоре был принят важный шаг. Начальство решило отправить специальную экспедицию для дальнейшего изучения лестницы, ведущей в темноту. В воздухе витала атмосфера ожидания, ведь никто точно не знал, что на самом деле скрыто в недрах земли. Разговоры о возможных находках и загадках становились все более громкими. Каждый новый день приближал их к ответам, но в то же время открывал новые вопросы о природе этого провала и его жителях. В разгаре работ вокруг горного провала НКВД столкнулась с новыми вызовами. После обнаружения лестницы в темноту начались массовые допросы местных жителей, которые могли предоставить дополнительные сведения о пропавших людях. Каждый из них приносил свои истории, но общий мотив оставался неизменным — страх. Местные жители утверждали, что исчезновения начались после того, как они заметили странные огни, возникающие из глубины провала. Некоторые говорили о том, что видели, как группа людей направлялись к нему, и никто не возвращался. Допросы выявили подробности. Пропавшие люди в большинстве своем были молодыми, от 18 до 30 лет. Их связывала одна особенность — все они были вовлечены в местные духовные практики и обряды. Обсуждая это, следователи начали подозревать, что исчезновения могли быть связаны с этими ритуалами. По словам одной из женщин, пропавшей в 1942 году, в деревне существовал культ, поклоняющийся древнему богу, которому приносили жертвы. Она утверждала, что слышала отголоски этих обрядов, доносящиеся из провала, и ощущала, как кто-то призывает ее спуститься вниз. Собранные факты вызвали заинтересованность в определении закономерностей исчезновений. На основании показаний было решено, что все пропавшие покинули свои дома в ночь, когда наблюдали странные огни. Это открытие побудило следователей продолжать изучение обычаев местного населения в надежде найти аналогии с древними ритуалами. Небольшая группа из числа исследователей и местных экспертов начала углубленное изучение местных легенд и преданий. Кроме того, один из членов команды, Георгий Кузнецов, решил проверить архивы региональных газет. В результате ему удалось наткнуться на исчезновения, связанные даже с более ранними годами. В отчетах упоминалось о похожих случаях, которые происходили раз в несколько лет, и их жертвы также никогда не возвращались.
Эти материалы подтверждали, что провал, скорее всего, имел долгую историю загадок и исчезновений. Вскоре в записи попали и другие важные детали. Одним из пропавших был местный охотник по имени Николай, который, как утверждали его друзья, отправился исследовать провал. Показания его товарищей были полны волнения. Они рассказывали, что Николай часто упоминал, что слышал голоса, которые манили его спуститься в глубину гор. Журналисты даже нашли его последние заметки, в которых он описывал свои наблюдения и странные ощущения, возникавшие при подходе к краю провала. Эти записи были пронизаны тревогой и неуверенностью, но в то же время и любопытством. По мере продвижения раскопок в НКВД обострилось ощущение, что загадка пропавших людей может быть связана с самим провалом и его глубинами. Один из следователей, Мария Сидорова, предложила идею провести экспедицию, чтобы попытаться выяснить, что произошло с исчезнувшими. Она уверяла, что внизу может быть больше ответов, чем они могут себе представить. Команда согласилась с ней, и подготовка к спуску в бездну началась. На этот раз они были готовы к тому, чтобы столкнуться с тем, что ждало их в темноте. Спустившись в провал, команда НКВД столкнулась с холодным воздухом, который обжигал кожу. Первые метры были освещены фонарями, и как только глаза привыкли к темноте, следователи начали замечать детали. Стены провала были покрыты странными узорами, напоминающими древние символы. Некоторые из них были стилизованы под лесные растения, другие — под животных, но ни один из них не был знаком никому из команды. Это открытие вызвало новые вопросы о том, кто мог создать эти изображения и какое значение они имели. Пока команда двигалась дальше, один из членов группы, Георгий Кузнецов, наткнулся на что-то тяжелое, лежащее на полу. Это был ржавый металлический ящик, который, как оказалось, был запечатан. После нескольких попыток открыть его, ящик все же поддался. Внутри находились старые документы и фотографии, на которых были изображены люди, похожие на местных жителей. На обороте одной из фотографий была написана дата — 1930 год, и имя Николай, тот самый пропавший охотник. Документы содержали записи о проведении ритуалов и обычаев, связанных с поклонением древнему богу, о чем говорили местные жители. Чтение этих материалов вызывало тревогу. Некоторые записи описывали жертвоприношения, которые проводились в этом же провале, и утверждали, что божество требует постоянного подношения. Кроме того, в текстах упоминались другие пропавшие люди, которые, как считалось, стали частью этих обрядов. Пока команда продолжала исследование, возникли споры о том, что делать дальше. Некоторые участники хотели покинуть провал, не дождавшись полного изучения на случай, если это место действительно проклято. Однако другие настаивали на необходимости продолжить. Обсуждение накалялось, и вскоре один из следователей, Игорь, стал причиной конфликта, предположив, что все эти исчезновения могли быть частью какого-то плана, который, возможно, существовал еще до их прибытия. На фоне этих споров неожиданно раздался треск, и одна из стен начала осыпаться. Паника охватила группу, и они начали быстро искать выход. На фоне этого хаоса один из членов команды, Валентина, заметила нечто странное. В одной из стен открылась небольшая щель, и из нее пробивался теплый свет. Она немедленно повела остальных к этому месту, игнорируя крики о помощи из-за завала. Когда группа пробилась к щели, они обнаружили проход, который вел в другую комнату. На стенах этой новой камеры висели старинные чаши и другого рода ритуальные предметы. В центре комнаты стоял каменный алтарь, покрытый пеплом. На алтаре лежали несколько странных артефактов, включая старую куклу, сделанную из веток и трав, и каменный идол. Каждое из этих предметов было покрыто надписями, которые не поддавались расшифровке. Кто-то из группы выдвинул мысль, что эти находки могут быть ключом к пониманию исчезновения людей. На фоне нарастающего напряжения внутри провала и с учетом того, что они оказались запертыми, команда осознала, что их исследование стало гораздо более рискованным. Никакой надежды на спасение не оставалось, и вскоре страх стал незаменимым спутником в их поисках ответов. После изучения новых находок команда снова оказалась перед лестницей, ведущей в темноту. Странные металлические конструкции, которые они нашли ранее, оказались еще более загадочными после увиденного. Лестница уходила в черную бездну, и каждый шаг к ней вызывал чувство растущего страха. Георгий, все еще держа в руке найденные документы, предложил спуститься вниз, чтобы выяснить, что скрывается в темноте. Это предложение вызвало бурную реакцию между членами группы. Некоторые настаивали на том, что следует немедленно покинуть провал.
в то время как другие, включая Валентину, были полны решимости узнать правду. Напряжение нарастало и вскоре превратилось в открытый конфликт. Тем не менее, в конечном итоге большинство решило, что исследовать лестницу — это единственный способ понять природу исчезновений. С некоторым колебанием, но с решимостью, группа решила, что 2 человека спустятся первыми. Георгий и Валентина начали спускаться, остальные оставались на уровне, выжидая и наблюдая за каждым их движением. Лестница оказалась необычайно широкой и прочной. Каждая ступенька была покрыта слоем грязи, но не имела ни одного следа, как будто никто никогда не поднимался или спускался по ней. Спускаясь, Георгий и Валентина ощущали, как температура вокруг них понижается, а воздух становится все более тяжелым и насыщенным. Лестница казалась бесконечной, глубина, в которую они уходили, была невообразимой, и вскоре они потеряли ощущение времени. Наконец они достигли дна лестницы и оказались в пещере, свет которой исходил от странных кристаллов, светящихся в темноте. Эти кристаллы были необычайно красивыми, но при ближайшем рассмотрении их форма напоминала образы, которые они видели на стенах провала. В центре пещеры находился еще один алтарь, подобный тому, что они уже видели, но на этот раз он был окружен множеством предметов, явно относящихся к ритуалам. Работая в темноте, они начали исследовать находки. Среди артефактов они нашли старинную книгу, страницы которой были покрыты непонятными символами. Бумага была пожелтевшей, а текст практически неразборчивым. Внезапно Валентина заметила, что один из кристаллов начал тускнеть. Она обратила на это внимание Георгия, и они начали беспокойно оглядываться. Каждое движение отдавало эхом в пещере, создавая жуткое ощущение, что кто-то за ними наблюдает. Неожиданно с верхней части лестницы послышались крики. Остальная часть группы, оставшаяся над ними, с паникой искала способ выбраться. Георгий и Валентина понимали, что время поджимает. Они быстро переглянулись и решили, что должны вернуться, чтобы выяснить, что происходит. К тому времени, как они начали подниматься по лестнице, крики усилились, и тревога охватила их. Как только они достигли уровня, где оставили остальных, то обнаружили, что группа была в полном хаосе. Один из членов команды, который остался на поверхности, утверждал, что увидел тени, движущиеся вокруг лестницы. Словно что-то стремилось их задержать. Этот страх мгновенно охватил всех, и Георгий с Валентиной поняли, что они не просто исследуют провал, а становятся частью чего-то гораздо более зловещего. Каждый из них теперь ощущал, что их жизни находятся под угрозой, и они были на грани того, чтобы столкнуться с тем, что скрывается в темноте. Собравшись вокруг лестницы, команда обсудила, что делать дальше. Напряжение нарастало, и каждый из участников чувствовал, что ситуация выходит из-под контроля. Тем не менее, необходимость продолжать раскопки стала очевидной. Георгий и Валентина предложили использовать оборудование, которое они привезли с собой, чтобы освежить обстановку и лучше понять, что происходит в провале. Первым делом они установили специальные датчики для измерения температуры и влажности. Эти устройства должны были помочь установить, есть ли в пещере аномальные условия, которые могли бы повлиять на их здоровье. Каждый член команды по очереди погружался в технические детали, обсуждая, как лучше всего организовать работу. Валентина предложила разделить группу на пары для более эффективного поиска. Некоторые члены команды начали снимать образцы почвы и камней, а другие использовали георадар для изучения структуры подземелий. Результаты были неожиданными. Георадар показал, что под ними находится обширная сеть туннелей, которые, казалось, уходят в разные стороны. Это открытие вызвало интригу и опасения. Существовала вероятность, что эти туннели могли вести к другим пещерам или даже к месту, где скрывались пропавшие люди. Тем временем Георгий продолжал изучать найденные документы и записи. Он заметил, что в одной из записей упоминалась некая заброшенная лаборатория, о которой прежде не говорили. Согласно записям, эта лаборатория когда-то использовалась для опытов, связанных с изучением кристаллов и их необычных свойств. Возможно, они могли бы помочь разгадать тайну, которая окружала исчезновение. Это открытие надолго задержало внимание Георгия. Внезапно один из датчиков сигнализировал о резком повышении радиации. Команда ощутила, как воздух стал густым и тяжелым, как будто что-то начало просачиваться из недр земли. Страх охватил группу, и все начали паниковать. Прозвучал призыв к эвакуации, и они начали собирать оборудование, но выход оказался заблокирован. Лестница, по которой они пришли, внезапно обрушилась, и обломки завалили выход. Находясь в ловушке, следователи начали паниковать.
В этот момент один из членов группы, Алексей, вспомнил о туннелях, показанных георадаром. Он предложил найти другой выход через них. Команда согласилась. Георгий и Валентина начали осматривать стену, где, согласно данным, должны были находиться входы в туннели. С помощью инструментов и своих знаний они вскоре нашли небольшой проем. Это была узкая трещина в стене, но она могла быть их единственным шансом на спасение. Пока команда пробиралась сквозь узкий проход, они чувствовали, как стены сжимаются вокруг них. Туннель был покрыт старинными надписями, которые казались знакомыми. Это были те же символы, что и на стенах провала. Ощущение, что они находятся в центре чего-то зловещего и опасного, становилось все сильнее. Внезапно они услышали шорох в тени, и каждый из них замер от страха. Их подгоняли нарастающая тревога и ощущение, что что-то наблюдает за ними в темноте. Это ощущение усиливалось с каждым шагом, который они делали вперед. Каждый новый звук в туннеле заставлял их сердца биться быстрее, и никто не знал, что ждет их впереди. Находясь в туннеле, команда продолжала двигаться вперед, но ощущение, что кто-то или что-то преследует их, не оставляло. Внезапно Алексей остановился, указывая на одну из стен, на которой были видны свежие следы. Это были следы обуви, оставленные явно недавно. Они казались слишком большими для местных жителей, и это вызвало волну беспокойства. Кому принадлежали эти следы? И что случилось с теми, кто их оставил? В дальнейшем исследовании они наткнулись на небольшую нишу, из которой доносился низкий шепот. Осторожно подойдя ближе, группа увидела несколько людей, сидящих в полутени. Это были местные жители, которые пропали без вести много лет назад. Их глаза были пустыми, а лица — одутловатыми, словно они были под воздействием какого-то заклинания или воздействия. Они не реагировали на присутствие команды, лишь продолжали шептать неразборчивые слова. Среди них находилась женщина, которую Георгий узнал по фотографиям. Это была Анна, одна из пропавших, которой, казалось, исполнилось больше лет, чем она могла бы иметь. Она подняла глаза на группу, и в них отражалась смесь страха и печали. Георгий отважился подойти ближе и спросил о том, что произошло. Она начала говорить, ее голос был тихим и дрожащим, но слова вырывались из глубины ее души. Анна рассказала о том, как она и другие пропавшие были привлечены в это место, когда услышали таинственные голоса, которые призывали их спуститься в провал. Она пыталась объяснить, что они стали жертвами ритуала, который проводился для удовлетворения требовательного бога. По ее словам, кристаллы, находящиеся в пещерах, обладали неким магическим влиянием, притягивающим тех, кто искал ответы на свои внутренние вопросы. Постепенно все, кто спускался, становились частью этого ритуала и теряли свою волю. Внезапно послышался громкий шум, и стены туннеля начали дрожать. Георгий и Валентина бросились к Анне и другим, чтобы попытаться помочь им выбраться, но их движения были остановлены. Внезапно из темноты выскочили две фигуры, которые пытались схватить Анну. Остальные члены команды отступили, испугавшись. В этот момент группа поняла, что оказалась в ловушке. Эти существа, похожие на людей, но с искаженными лицами и зловещими улыбками, были теми, кто оставил следы. Члены команды начали паниковать, но Георгий собрался с духом и закричал, требуя, чтобы они оставили Анну в покое. Он пытался привлечь внимание существ, надеясь, что они не тронут их, если будет сильным. Валентина, действуя в унисон с ним, начала вызывать других членов команды, чтобы они тоже поддержали его. Они образовали круг, но существа не обращали на них внимания, все еще пытаясь схватить Анну. Обстановка накалилась. Команда понимала, что времени у них осталось немного. Со стороны туннеля послышался новый звук, словно что-то приближалось. Напряжение достигло предела, когда внезапно один из членов группы, Игорь, крикнул, что нашел другой выход. Он указал на трещину на стене, которая, казалось, могла привести их к безопасному месту, но существа уже начали приближаться. Команда была на грани принятия решения — остаться и попытаться спасти Анну или бежать к предполагаемому выходу, рискуя остаться без нее. Каждый из них осознавал, что их жизнь висит на волоске, и с каждым мгновением теряли надежду на спасение. Время иссякало, и они должны были решить, что важнее — спасение своей жизни или попытка спасти тех, кто уже стал частью этой зловещей истории. Ситуация накалилась до предела. Георгий, понимая, что разрывается между желанием спасти Анну и страхом за свою команду, закричал «К выходу!». Он бросился к трещине на стене, надеясь, что остальные последуют за ним.
Стены продолжали дрожать, и звуки приближающихся существ увеличивались. Однако, прежде чем кто-либо успел сдвинуться с места, крики Анны остановили их. «Не уходите! Они хотят вас забрать!» — закричала она, и ее голос звучал так, словно исходил из самой глубины души. Однако команда понимала, что оставаться здесь значит подписать себе смертный приговор. Существа продолжали приближаться, их движения становились все более агрессивными. Алексей, исполняя роль защитника, бросился вперед, чтобы отвлечь внимание существ. Он закричал, чтобы остальные бежали, но в этот момент его схватили. Его крики эхом разнеслись по туннелям, и в них звучала полная безнадежность. Команда не могла оставить его, но каждый понимал, что времени у них больше нет. Георгий, собравшись с духом, бросился обратно к Анне. «Мы не бросим тебя!» — крикнул он, но ее глаза были полны печали. «Я уже потеряна. Я принадлежу им», — произнесла она, и в ее голосе звучала неистовая тоска. Это признание повергло Георгия в шок. Как могло такое произойти? Как можно было потерять свою волю? На этом фоне туннель снова задрожал, и, казалось, сам провал дышал. Георгий наконец осознал, что они не просто попали в ловушку, а стали частью некоего ритуала, который поддерживался веками. Их исследование не просто привело к открытию, но и к столкновению с древней силой, которая требовала жертв. Только в этот момент он заметил кристаллы, которые они оставили позади, когда спустились в туннель. Их свечение, казалось, усиливалось, и они начинали мерцать в такт сердцебиению, создавая ощущение, что они живые. Георгий осознал, что кристаллы, возможно, являются ключом к разгадке. Если они смогут использовать их силу, возможно, удастся остановить этих существ и спасти оставшихся. «Валентина, помоги мне!» — закричал он, и они вместе вернулись к кристаллам. Они начали исследовать их под ярким светом своих фонарей, но вскоре поняли, что они должны объединить свои силы. Георгий и Валентина стояли рядом, направляя поток энергии от кристаллов в сторону существ. В этот момент в туннеле раздался оглушающий гудящий звук. Кристаллы начали сиять ослепительным светом, и существа, испуганные этим зрелищем, стали отступать. Георгий почувствовал, как в его теле нарастает сила, и он закричал молитву, которую слышал от местных жителей. Внезапно свет из кристаллов стал ярче, и туннель заполнился белым светом. Это было кульминационным моментом. Свет начал прогонять тьму, и существа начали исчезать, слабея с каждым мгновением. Анна, освободившись от их власти, начала приходить в себя. Она бросилась к Георгию и Валентине, и их руки встретились. С громким треском стены пещеры начали рушиться, и в этот момент Георгий понял, что они все еще в опасности. Свет стал ослепительным, и они бросились к трещине в стене, надеясь выбраться. Но в последний момент Георгий обернулся, увидев, как кристаллы начали трескаться, и полное озарение охватило его. Они открыли врата, которые вели в другое измерение, в другой мир. И если они не выберутся сейчас, то могут навсегда остаться частью этого зла. Взрыв света разорвал тьму, и команда бросилась к трещине в стене. Но прежде чем они смогли выбраться, с потолка пещеры посыпались обломки. Свет кристаллов усилился, и Георгий, Валентина, Анна и остальные оказались в центре вихря энергии, которая разрывала пространство вокруг них. Когда стены начали трещать, Георгий почувствовал, как его тело притягивает кристаллическая энергия. Внезапно они оказались втянутыми в бездну. Оказавшись на дне, команда обнаружила, что они находятся в огромной кавернус-пещере, освещенной множеством светящихся кристаллов. Эти кристаллы не только светились, но и издавали странные звуки, мелодии, которые звучали как смех и плач одновременно. В воздухе витал аромат, который напоминал смесь свежести леса и гнили. Вокруг них находились обломки древних артефактов и статуи, явно относящиеся к давно ушедшей цивилизации. Георгий заметил, что среди обломков лежали старинные книги, которые, казалось, были написаны на том же языке, что и символы на стенах. Он поднял одну из них и, пролистывая страницы, наткнулся на изображения жертвоприношений и ритуалов. Эти рисунки показывали, как люди, подобные им, когда-то были частью этих обрядов. Он осознал, что они находились в самом сердце того, что когда-то было святилищем. Валентина, в то время как Георгий изучал книги, заметила, что одна из статуй держит в руках каменный идол, похожий на тот, который они нашли в туннеле. Когда она подошла ближе, то увидела, что на идоле также были выгравированы те же символы, которые они видели в своих записях. Вдруг статуя начала светиться, и из ее уст послышался шепот: «Пробудите его».
У Георгия возникло ощущение, что они стоят на грани открытия, которое изменит их судьбу. Команда обменялась взглядами. Они понимали, что пробуждение идола может привести к непредсказуемым последствиям. Но в то же время это могло дать им ответы на все вопросы. Поддерживая друг друга, они решили, что должны попытаться изучить идол и понять, как его пробудить. Собравшись вокруг статуи, Георгий и Валентина начали читать заклинания из найденной книги, а остальные наблюдали. Каждое произнесенное слово наполняло воздух напряжением. Георгий чувствовал, как сила идола начинает пронизывать пространство вокруг них. Вдруг кристаллы начали сверкать, и пещера заполнилась светом. Создавалось ощущение, что время замирает. В этот момент все образы из их памяти о пропавших людях, древних ритуалах и страданиях, которые здесь произошли, всплывали в сознании. Георгий увидел, как тени из бездны начали формироваться, и перед ним возникло нечто большее, чем просто идол. Это было существо, укутанное тьмой, которое когда-то было связано с жертвами и ритуалами. Оно смотрело на них с хитрой улыбкой, и в его глазах горел огонь безумия. «Вы пришли освободить меня», — произнесло существо, и его голос звучал, как шепот ветра. «Но цена за это будет высока». В этот момент Георгий осознал всю серьезность их ситуации. Они стали частью игры, где ставки были выше, чем их жизни. Каждый из них должен был принять решение, продолжать ли борьбу или отступить, рискуя потерять все. Вдруг из глубины раздался оглушительный гул. Существо начало сжимать пространство вокруг них, и Георгий понял, что у них не осталось времени. Они должны были действовать сейчас, иначе их судьба решится в бездне навсегда. Георгий, осознав, что время на исходе, собрал все свои силы и закричал: «Мы не позволим тебе забрать нас!» Эти слова вызвали эффект, который он не ожидал. Существо на мгновение замерло, и его улыбка исчезла. Команда, воодушевленная внезапной смелостью, объединила усилия и, опираясь на заклинания из найденной книги, начала создавать защитное поле. Они вытянули руки, и свет кристаллов, казалось, начал соединяться в мощную энергию. Существо вновь попыталось напасть, но ударилось о это поле, и свет вспыхнул, ослепляя всех. Георгий и Валентина произнесли заклинание в унисон, и мир вокруг них будто замер. Кристаллы начали искриться, сливаясь в поток силы, который обрушился на идола. Пространство вокруг них наполнилось звуками, как будто сама земля отзывалась на их стремление к освобождению. Существо закричало, и в момент, когда свет накрыл его, оно стало распадаться на части, как песок, уносимый ветром. Темнота начала исчезать, и Георгий почувствовал, как напряжение уходит. Свет заполнил пещеру, и, глядя на все это, он осознал, что они победили. Это была победа не только над существом. Они освободили души тех, кто когда-либо стал жертвой этого места. Пещера затихла, и команда оказалась на том же месте, где началось все. Лестница, ведущая к провалу, была цела, но кристаллы, словно исполнив свою миссию, потускнели и больше не светились. Георгий, Валентина и остальные вылезли на поверхность. Осознание того, что они выжили, принесло облегчение. Но это облегчение оставило множество вопросов. Что же такое было это место? Погружение в бездну раскрыло перед ними мрак древних ритуалов, которые приносили жертвы и забирали души. Провал оказался не просто географической особенностью, а порталом, связывающим мир живых с миром мертвых. Это место стало хранителем тайн, которые человечество не осознавало, пока не столкнулось с ними лицом к лицу. Георгий взглянул на своих товарищей. Они вернулись с новыми убеждениями, и каждый нес в себе следы битвы. Старые записи, найденные в пещере, стали основой для нового исследования, но теперь с учетом того, что некоторые тайны лучше оставлять неразгаданными. Вернувшись в деревню, они столкнулись с местными жителями, которые ждали с беспокойством. Георгий и его команда рассказали о своих находках и о том, что случилось. Местные жители, зная историю о том, что происходило в провале, стали более открытыми к разговору о своих страхах и темных традициях, которые веками прятались в тени. Провал оставался с ними, но теперь это было место не только страха, но и понимания. Команда решила, что должно быть сделано все возможное, чтобы защитить людей от той темной силы, которая когда-либо их преследовала. Каждый из них знал, что стали частью чего-то большего, и это знание изменило их представление о мире. Провал остался в памяти как источник страха, но его природа изменилась. Это стало местом, где тайные и зловещие истории нашли свое завершение. Однако осталось одно важный вопрос: что если эта темная сила когда-то вернется?
С этими мыслями они покинули деревню, но каждый из них носил в сердце надежду, что их опыт послужит предупреждением для будущих поколений.